2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. The glad rags on. Join me, hun. Have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. В этом году Champions Ball проходит в 11-й год, но мы очень рады, что нам каждый год удается чем-то удивлять. American Smooth. 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 It's the first American Smooth world competition in Russia. Ну а сейчас за кулисами уже готовы выйти на паркет участники исторического первого профессионального конкурса по American Smooth. Я уверен, уважаемые зрители, что вы все, став свидетелями этого исторического события, тоже с удовольствием поприветствуете эти пары. Это очень новое направление. И я помню то время, когда люди смотрели на этот стиль танца немножко свысока, высокомерно. Ко всему новому люди относятся сначала не очень позитивно. Ну, конечно, все началось с Америки. Но для меня American Smooth всегда был в России, они просто об этом не знали. Ну, во-первых, традиции, да, традиции. Все новое всегда завоевывает место под солнцем с трудом. Внезапно очень сильно захотелось танцевать его профессионально. Я очень рада, что открыли это направление для себя, потому что столько эмоций, вдохновения нам принесло, великолепные тренера, великолепная атмосфера. И самое главное, это очень красиво, и всем очень нравится. Это просто зрелищно само по себе. Но я думаю, что время настало. Yeah, rhythm, yeah. No hay porteros ni vecinos, adentro cóctel de amor, pisito que puso amable, piano, estero y velador, un teléfono triste, una vitrola que dura, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana, pa' que no manche el amor. Y todo a media luz que siente el amor, a medio de los besos, a medio de los besos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Con caldo se dio de cuadro, telefonía sin temor, de tarde con masitas, de noche tango y cantar, los domingos descantantes, los lunes de desolación, ay,
благодаря кому удалось совершить такой героический поступок? Та-да! Победители конкурса Pro American Smooth Блэкпульского фестиваля Ольга Краснянская и Ильдар Джафаров. Ваши аплодисменты. Когда человек одержим идеей, детской мечтой, я думаю, да? Да, в детстве хотела танцевать. Я танцевала латину, и когда я увидела смуз, это мне показалось, что очень близко к балету. И я начала танцевать. И я поняла, что это в каждом танце это маленькая жизнь. Ты можешь себя полностью удовлетворить и полностью раскрыть музыку. И я подумала, если мое необразованное тело так радуется этому, то какая же радость будет То как будет радоваться мое образованное тело этому? Мы познакомились с Ольгой. Да, выступила Ольга Краснянская, которая, в общем-то, и представила эту идею более в развернутом виде и сказала, что она собирается организовать вот такое событие и в рамках Champions Ball, и что все те, кто хочет, welcome. Вот. Потом она подошла к нам отдельно и говорит: ребята, я посмотрела, как вы это делаете, давайте, у вас 100% получится. 2 года назад мы подумали о том, чтобы в России создать профессиональный смуз. И казалось, это бредовой идеей. Мы думали, мы вынашивали, мы сделали при поддержке Галаденс наших друзей. И вот сегодня мы имеем 9 русских пар. Ольга Краснянская предложила мне попробоваться с Виталиком. И вот в декабре мы попробовались, и все удачно вроде бы идет. В России настолько талантливые танцоры и такая прекрасная дисциплина, что как только люди серьезно начнут этим заниматься, то мы не успеем с вами моргнуть глазом, как они окажутся в фаворитах. Несмотря на нашу разницу в росте, как бы, и что я латинистка, Виталик стандартист. Несмотря на то, что Маша латинская, я стандартист, я предложил ей танцевать стандарт. И мы выяснили, что, оказывается, Маша в стандарте даже талантливее, чем в латине. Венский вальс. Всегда на Champions Ball очень авторитетная международная судейская коллегия, но сегодня впервые могу сказать лично, в моей 24-летней истории проведения международных конкурсов, впервые нам удалось получить в качестве арбитра легендарную Гейнер Фервезер МБИ, которая занесена даже в книгу рекордов Гиннесса, потому что 20 лет она не проиграла ни одного танцевального конкурса. 16-кратная чемпионка мира по латиноамериканской программе Гейнер Фервезер. I always love Moscow or I love Russia in general, because the audience is usually a very educated audience and they appreciate art very much,
And when you are good, they show their appreciation. And when you are bad, they show that they don't show their appreciation. So I'm a great lover of Russia. I love Russia. I love Moscow especially. Мы очень рады, что сегодня в зале президент Российского танцевального союза, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Станислав Попов. И почетный президент Международной ассоциации танцевальных клубов, школ и студий танца, которая стояла у истоков создания ассоциации, Ольга Панченко. Миш, не заводись. Надо сказать, что наша танцевальная ассоциация была пионером, который привезла и стала прививать American Smooth на наших танцевальных площадках. И вот за довольно-таки короткое время мы дошли до того, что можем даже позволить себе провести полномасштабный международный конкурс по American Smooth. Я, во-первых, хочу сказать огромное спасибо за такую возможность для Smooth Division. Это очень важно, да, потому что теперь люди теперь знают об этой дивизии по всему миру. Когда я вообще приехал первый раз в Америку, это было в 89 году, и судил там чемпионат Соединенных Штатов Америки и тоже American Smooth. Я удивился, я увидел как будто бы 6 пар на паркете, которые делают показательные выступления, потому что обычно конкурсные пары, которые исполняют европейскую программу, когда они готовят свои показательные выступления, они используют много открытых позиций, а здесь все, кто были на паркете, это делают. Для меня это было таким откровением, это очень красиво. Такой трепетный, такой безукоризненно прекрасный танец, где отношения мужчины и женщины, по-моему, показаны самым-самым наиболее таким трепетным образом. И, конечно, Рикардо Фолки и Юлия Загородченко, которые соревнуются в рамках WDC Professional Latin на том же паркете, где проходит Champions Ball, это наше большое достижение. В Соединенных Штатах Америки пары, которые исполняют эту программу, они специализируются на этой программе. Большинство из них, 90% пар этих, они не танцуют европейскую программу, потому что это определенный другой способ движения, другая пластика, другое состояние. У нас сейчас эту программу танцуют пары, которые танцевали европейскую программу. Поэтому потребуется определенное время, чтобы вобрать в себя вообще все то, что создано уже поколениями лучших танцоров, вобрать в себя как раз специфику этого стиля. Бывают такие моменты у новых пар, когда они теряются, потому что этот стиль очень динамичный. Поэтому, прежде чем встать на первый полуфинал, вот сегодня, у меня, наверное, каблуки ломались, потому что я просто не знала. И когда ребята стали спускаться по ступенькам вниз, я сразу успокоилась, потому что я увидела вот эту русскую спину, русские просто уверенность во всех девчонках. Это просто было феноменальное ощущение. Ну что, дорогие друзья, давайте поаплодируем еще раз всем парам. Сейчас они получат памятные, покрытые 24-каратным золотом знаки. Вы сейчас смеетесь, а через 25 лет будете внукам показывать. И говорить, это я была участницей, с меня начинался American Smooth в России. Давайте впишем этот полуфинал в историю. Возьмитесь за руки. Вместе с Эльдаром и с Ольгой. Через
полгода, через год уже мы не будем начинать с полуфинала, а мы будем начинать с 1/8, с 1/16, и будет много профессиональных пар, потому что русские всегда были впереди всех. Наверное, парам из России частично больше не хватало еще пока отработать ту информацию, которую они успели получить, ну, скажем так, за последний, грубо говоря, год. Половина американских танцоров, они же русские. Я тоже русская и тоже представляю Америку, но я знаю, что мои корни отсюда. Многие спрашивают, почему русские люди вообще так любят танцы и так стремятся именно вот в этом направлении. Ну, не знаю, всегда было эмоциональное. Я думаю, что это у многих русских партнерш вообще есть. В крови. В крови, да. Это русская душа широка. Без эмоций танцевать невозможно. И, конечно, у меня тоже вот муж итальянец, и у них тоже вот страсть это танцы, у них музыкальность какая, также движение. Вот. Но я думаю, русские, конечно, богаты искусством. Немножко жалко будет, что это будет называться American Smooth. Может быть, это переделают, когда во всем мире все это соберется в кучу. Но российские танцоры всегда отличались более такой passionate approach, с культурой, с огромной технической подготовкой, потому что дети танцуют еще в детстве, в школах, родители заинтересованы. Это первые шаги для российских пар, но уже видно, что будущее большое. Но я думаю, что это несколько лет, и наши пары смогут, конечно, составить определенную конкуренцию лучшим парам. Ну что, давайте поздравим российские танцевальные дуэты с успехом. 3 пары из США, 1 пара из Великобритании и 3 российских дуэта танцуют в этом историческом финале. Медленный вальс. Che se chiabra sopra ti nella temi soledad ¿dónde vas? Dile si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que la muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hace daño, que конкурсы, которые организовывает компания Dance Promotion Group, объективно считаются не только судьями, но и спортсменами, но и нашими конкурсантками и преподавателями самыми беспристрастными. То есть судейская панель настолько сильна, настолько объективна, что позволяет говорить о полной бескомпромиссности и объективности судей. Судить было сложно. Почему? Потому что переживаешь за всех и хочешь, чтобы все были в этом финале, но, к сожалению, мест только 6. Мы не знали, чего ожидать. Мы первый раз на чемпионате такого уровня, и мы очень довольны. Считаем, что очень высоко находится уровень организации этого турнира. Sempre un nastro per me brilla. Sei tu che al balcone tremi al veder passare
In vole colombe bianche degli oltremari. Очень мало таких конкурсов в мире. Очень мало мест на этой планете, где могут люди позволить себе проводить такой великолепный праздник. It's very great. Very great. It's beautiful event, beautiful music. All us judges have been taken care of from the morning until night. Beautiful, fantastic event. This competition is amazing. The inside, the lighting, the music, everything looks incredible. It's not very good, it's extremely good. It's fantastic. You are the darkness of night, where I will wander from alley to alley to alley instead of the cloud of light. You are the one who chose running hot naked from alley to alley instead of the knife and the rose. So where does the story go? Even the heavens alive, shining around. And if I do, will I protect? Well, actually, it's the first time I've been to a pro-am competition as such like this. Very interesting, beautifully organised. The ballroom was probably one of the best settings I've seen in my whole career, and I've been dancing for many, many years. The band was beautiful. It was just a pleasure to be here. Я поддерживал эту идею с самого начала и очень горд и очень счастлив, что я являюсь частью этого. Это по крупицам собиралось, это разговоры, это лекции, это уроки, урок за уроком, за лекцией, за разговором, за встречей. То есть это все собиралось в кучу по крупицам. Это большая работа, это не случилось в один день, когда просто сделали объявление и кто-то пришел, как говорится, о, красивая реклама, сейчас придем. Нет, это все долго-долго подготавливалось. Это и декорации, и великолепная музыка, живая, и потрясающий состав танцоров, и самые-самые-самые, что ни на есть, престижные члены жюри. Я не знаю, что еще может быть лучше, поэтому я думаю, что организаторам будет очень даже трудно держать такой высокий уровень. Могу сказать, что многие идеи зарождаются вот сейчас, непосредственно на этом конкурсе, что же будет на следующем Champions Ball. Победители первого открытого чемпионата по American Smooth России. Чемпион Америки, лучшая пара по American Smooth Соединенных Штатов Америки, победила на первом конкурсе среди профессионалов по American Smooth здесь, в России. Исторический момент. Сегодня первый раз, когда моя мама меня увидела за последние 10 лет. Так что для меня это огромный плюс. Я уезжаю в Америку, даже не думала, что я вообще буду танцевать когда-либо. Я уезжала учиться в институт, и в танцы попала совершенно случайно. И попала я туда танцевать боурум. Но партнер у меня был очень высокий, и нам порекомендовали, чтобы мы попробовали смут. Так что для меня это было также большим сюрпризом, как...